Друзья, мы в гостях у Кости Федорова, художника фигуративной живописи. Костя, привет. Привет. Ну да, как раз ты себя называешь художником, работающим в жанре фигуратива, но я знаю твои разные работы, и как раз и цветы есть, и много ботаники, и вообще, почему именно фигуратив? Ну, если проследить, то у меня, наверное, разные были направления, в которых я развивался, в которых искал себя. Это и магический реализм, и та же флористика. Причем флористика изначально мной, по моему личному запросу, это была некая арт-терапия, потому что я уставал от трудодельных, сюжетных каких-то, которые высасывали эмоционально, помимо того, что техническим. Я вынужден был отстраниться и делать что-то. А поскольку я люблю производить продукт, живопись непосредственно, то это какое-то медитативное направление в моем искусстве изначально было. И поле для экспериментов технических, потому что, как ты знаешь, у меня там от коллажных каких-то замысловатых флористических сюжетов, которые на противопоставлению невозможно встретить вот такую флору в реальности, да, там из разных континентов, до там экспериментов флуоресцентными красками, фактурами, на сопряжении, на противопоставлении каких-то увядающих цветов, каких-то сухоцветов и наоборот вновь возрождающихся таких молочно-зеленых. В общем, все это на ментальном каком-то уровне эксперимент с образами. И пластика, опять же, через пластику многое можно донести, а пластик природный, пластика в природе, нет ничего более уникального, что ли. Это, кстати, интересно. Получается, у тебя в работах все равно вот этот момент какого-то символизма, я не знаю, символики, помимо формы, ты еще и сказал про противопоставление, да, каких-то более мягких, легких. То есть у тебя всегда смысловая нагрузка, та, которая не всегда даже считывается сразу есть. Ты закладываешь это что-то? Закладываю конфликт всегда, чтобы было, но если взять там Винни Херлоу, которая многократно была моим прообразом и человека, вдохновляющих меня, потому что у нее на клеточном уровне вот этот конфликт черного с белым, черная и белая собака, которые дерутся, то есть какой-то баланс и одновременно конфликт, это, наверное, хорда такая внутри каждой работы, стержень, который заставляет выбить тебя из равновесия, подцепить, и там я уже раскручиваю, в каком-то конкретном произведении, как мне хочется. Классно. Я хочу как раз теперь, знаешь, что тот первый вопрос, который всегда задается, с чего же начиналось твое творчество, и вот как раз мы немножко коснулись того, что есть сейчас уже, и давай мы туда сходим в прошлое. Как вообще ты выбрал искусство частью своей жизни, таким важным? Хороший вопрос, но я почему-то завис на предыдущем, я хотел его продолжить. Да, давай. Что я себя часто ловил на мысли, для чего я это делаю? То есть технически или технически именно я удовлетворяю свои запросы личные. То есть я могу сказать, да, это хорошо или это плохо. А дальше для чего это? Если в этом нет каких-то подтекстов или изюма, то я такого в конце работы себя как будто бы не реализовал. Поэтому я изначально на эскизной форме или я ищу это состояние, к которому приведет финальное. Не всегда вижу завершенные работы визуально, но всегда знаю, чего я хочу от нее в эмоциональном смысле. То есть что ты хочешь передать на подтексте, да, для зрителя? Или какое зерно кинуть, чтобы человек додумал. Не все они, какие-то артикулированные, не всегда они дают ответ какой-то, просто вводят в какое-то смущение, смятение или удивление. Вот эта исходная эмоция важнее для меня, чем навык, скажем. Это на самом деле сразу такой вопрос. А если человек, допустим, не понимает, не считывает тот смысл, который ты заложил, или даже близко, допустим, это не откликается, такое бывает? Возможно это? Или как ты относишься? Возможно, часто бывает. Как минимум, такие вещи интригуют его, и он возбуждает в нем вот это копание исследования. Это уже, мне кажется, это уже
полдела. Ну, то есть расположить себе, чтобы человек остановился и задумался, удержать его внимание, не чтобы его там взгляд скользил. И, ну, как-то, да. И у картин же есть точки входа, я всегда долго думаю, где она будет, и чтобы не переусиливать ее, чтобы она не была такой назойливой. Вот в этой картине с маской, например, я, вот большая часть времени у меня ушло на то, чтобы не пережать ее, не сделать. Потому что когда ты через нее входишь в картину, все равно скользишь по остальным элементам, у тебя боковым зрением тянет эта маска на сегодня. И я не могу никак найти вот сочетание тепло-холодности, вот этого пластика, ну, искусственности. Здесь же метафорически все, маска, Да. здесь карнавал такой образов. И маска, почему, опять же, такая маска, которая, как такие маски, кстати, называются, что это что-то по уходу, там, ну, Да, маска. косметическая, наверное, какая-то. Да. Ну, то есть тут еще и игра образов такая. Вот, и она меня не удовлетворяет на сегодня. И часто я наказываю картины, переставляю их стеной к стене лицом, чтобы они там одумались, и потом я возвращаюсь. И сколько ты можешь работать так над одной своей какой-то задачей? По-разному. Но часто решение приходит там в течение месяца, по крайней мере, да. Не всегда руки доходят, но я уже вижу, куда там что нужно. Поэтому они не откладываются в какой-то долгий ящик, я там годами не дорисовываю, и нет такого, что я там бамс, мазок какой-то, и чувствую, что вот, по-другому чуть-чуть все. То есть наказанными они долго не стоят. Все равно. Была практика, я у Мунка или у кого-то там из переписки с каким-то художником прочитал, что он говорит, да вот, я свои наказы, он жил в Норвегии, а там холод, мороз, и он там попортил половину картин, поэтому Питер аналогичное примерно, ну, вот это погодное состояние, поэтому, да, и я их, конечно, наказываю, но не так, чтобы они не увидели больше света белого. Ну, конечно, картины, мне кажется, они должны находить уже своих покупателей, какую-то свою новую жизнь, тем не менее. Здесь, кстати, очень хочу вернуться к этой работе. Композиция очень классная. То есть я вижу, мне кажется, такая очень сильная твоя сторона. Ну, на мой взгляд, это работа с композицией в целом, потому что в разных работах. То есть нетрадиционный взгляд, то есть на композицию, то есть нетрадиционные решения, тем не менее, вот как раз такая работа с весом, то есть какой-то элемент, который больше занимает пространство, меньше, то есть что-то крупное, маленькое, и вот это вот все вместе соединяется в такую картинку. Спасибо, что за наблюдение. Я вот стараюсь действительно не эксплуатировать, не паразитировать на найденном каком-то ходе, приеме или еще что-то. Ну, переставляя их, усложняя задачи, я как какие-то формулы для себя разгадываю. Здесь на самом деле с композицией, с цветом, да, вот серый нейтрализует, желтый, лимонный, розовый в поддержку. Вот это мне было важно в этой картине. И на самом деле у меня не было подходящего подрамника, я просто оторвал ножки от столешницы, и это не подрамник, это МДФ или как, ДВП. Да. Вот я ее загрунтовал и вот так, короче, работал с тем, что было под рукой. А как рождается идея у тебя? То есть ты ее как-то вынашиваешь, делаешь ли ты эскизы, или вот это просто какой-то поток? Поток, я думаю, это какое-то комплексное исследование, то есть меня может толчком, импульсом быть музыка, фильм, что угодно. Вот последнее было посвящение Маркесу, и Кнульп, господи, это чье произведение? Я просто взял паузу, месяц зачитывался, и выход нашли они, если помнишь, там девушка, сидящая на, как этот комод для одежды, ящик, амбарный сундук на сундуке, и абсурдная композиция с таким философствующим дедом под деревом, с собакой, все такое увядающее. При этом розовый, дающий надежду. Розовый обожаю, он всегда. Это как не знаю, во всяких фастфудах и общепитах розовым, желтым выкрашивают стены, чтобы выделение желудочного сока, и человек хотел кушать эффект. Вот я хочу немножко вот этого возбуждения, и поэтому я вплескиваю розовый частенько с лимонным, желтый. Вот желтый, у меня были периоды, когда я ненавидел красный. У меня целый спектр, я был лишен возможности полноценно работать и пользоваться цветовой палитрой, потому что у меня личная неприязнь была к красному во всех ее проявлениях. Почему? Я ненавидел Феррари. У меня как будто мы на личный конфликт с красным вышли. Потом через смеси я стал, понимая, что я лишаю себя просто какого-то спектра определенного.
И, в общем, мы подружились в итоге. Но, видите, там в небольшом количестве красный присутствует. В общем, ни в одежде, ни в бытовых, в общем... Не твой Не цвет. мое, да. Ну, я думаю, у нас взаимная неприязнь. Нет, но это тоже отличается цветовая палитра у художников, мне кажется, это какие-то такие узнаваемости. Мне кажется, вот как раз ты с зеленым работаешь так. Там же тоже есть красный в зеленых, да, вот чуть-чуть, но он присутствует как антагонист. А как раз работа, да, с цветом. Да, вернемся, ты не ответил до конца на мой вопрос. Как идеи-то рождаются? Вот идеи, если это картины, я понимаю, здесь натурная, а вот такие сложные. Здесь символизма много, здесь много таких... Магический реализм, как ты говоришь, тоже. Вот как... Давай вернемся тогда к моей первой, ну, такой серьезной серии, которая Да. до сих пор... Я сохранил одну единственную картину из 12, и там... Но 12 было прям единым циклом, и еще 4 в поддержку. Они все были такие силуэтные, очень философские и ну, доведенные до какой-то формулы, опять же, повторюсь. Называлась серия «Животное начало». Объединены были они природным и животным, и единый голубой цвет. Там я использовал кучу подложек, которые позволил мне вот это свечение передать, важное для меня тогда. Они очень условные картины. И удивительно, что после, да, там, навыков и практики, я, наверное, был рабом немножко, ну, в образовании все равно ты должен отвечать, пока ты учишься каким-то, ну, у нас был в МУХе конструктивный рисунок и живопись, и очень все это формализовало, а мне хотелось нового языка, и там я прям, у меня, ну, я выдохнул и... Свое. Да, и сохранился, потом вам покажу картину «Пирамида желаний», которой я особенно дорожу. Вот она была... И очень они распространились по стране, и, ну, таких довольно и медийно известных, и значительных людей, и Саша Рутюнов делал там, мы согласовали, он делал бомберы, клатчи, как они перешли в одежду, потом Да. они делают, и они до сих пор выстреливают, и у коллекционеров хороших. В общем, она такая сильная, и мне очень радостно, что она нашла обратную связь и заложила какой-то фундамент, что ли, отношения ко мне людей. Ну, такая важная веха. И она была чуть ли не на колене нарисована, то есть у меня ничего не было мастерской, я только сдал диплом, а диплом я по промдизайну защищал. И я такой думаю, все, теперь я буду наконец-таки тем, кем я хотел, буду заниматься живописью. Ну, типа, я дал дань образованию, обучился там работе на компьютере, закрыл себе гештальт для семьи и кусок хлеба, как говорится, я мог себе... И я ушел в свободное плавание, самовыражение, и где вот это выкристаллизовалась серия, важная для меня, да, «Животное начало», до сих пор, я считаю, одной из самых. И там вот как раз во всей красе вот этот магический реализм, таким, каким я его транслирую, проявлялся. Ответил? Нет на вопрос. Я, по-моему, цепляюсь за какой-то... Да-да-да, где же идеи? Где же? Нет, идеи. просто ты хорошо сейчас сказал еще до интервью, что тебе вот какая-то идея пришла во сне, название картины. Удивительная практика, действительно, впервые в жизни. И причем она так отчетлива. Не знаю, было у тебя такое, ты думаешь, классная мысль, я запишу. Нет, не буду записывать, потому что я сейчас засыпаю. И утром ты уже в подробностях не помнишь. А тут меня как будто бы там за волосы дернул, так, чувак, зафиксируй. И там такое, ну, немножко помпезное, наверное, на первый взгляд название, но оно классное. Завтра вернет нас всех на место, где нет причин. Я такой утром проснулся, ну, чушь очередная, как будто похмельная. Но нет, потом раскрутил, понял, что, ну, супер. Почаще бы такие инсайды во снах, я был бы полон сюжетов. Тут сразу вопрос, знаешь, как от зрителя, как добиться того, чтобы такая информация нам поступала, да? Открытым быть, наверное, миру, и, не знаю, насмотренность какие-то, не зашориваться. Вот нету у меня конкретных советов по поводу того. Я сам бы хотел, ну, понять, когда, в какой момент, например, не всегда ты готов, и не всегда обязательства какие-то позволяют тебе отстраниться от семьи или еще чего-то, ну, учитывая, что у меня еще ребенок маленький. Бывают дни, когда я прям горю, хочу, но нет возможности, приходится консервировать это состояние. Да, моменты, когда ты сможешь все это реализовать. Ты запоминаешь какое-то состояние, которое бы ты хотел передать, и дальше с ним... Раньше я позволял себе ночью работать, но это потом накладывается, и у меня выскакивают какие-то нервозности. И, ну, в общем,
на качество жизни это влияет. Сейчас я берегу немножко свое, чтобы подольше оставаться ну, Да. ты поняла, в продуктивном состоянии. И как, получается, ты сейчас распределяешь время? Потому что действительно ты и семья, и еще идеи генерировать, и с заказчиками Да коммуницировать. получается. Так же, как в свое время я разделил между творческой и коммерческой. То есть это было, был один такой прецедент, в моей жизни практика, когда мне пришлось стать менеджером на полгода. То есть я ездил, раздавал по назначению определенным художникам с талантами, которые в них наиболее ярко выражены, распределял. Мне нужно было, грубо говоря, 80 картин за полгода. Сам произвести я их не мог. Но было очень интересно, проверка на прочность. И в тот момент я понял, что это совсем другая параллель. И не следует их между собой как-то пытаться. Ты никогда не угодишь заказчику и себе. Ты никогда не сохранишь свой должный уровень качества жизни, не идя на какие-то решения, которые... все мы заложники каких-то обстоятельств. Поэтому я себе разграничил это. Через какое-то время я с этим сжился. У меня есть время, когда я говорил: все, стоп, я не беру заказы. И я занимаюсь тем, что реализовываю свои мысли. Благо, они сохраняются на скетчах, на каких-то заметках, я потом восстанавливаю это. Наверное, через опыт приходит. То есть у меня не было выбора, и я смирился с этим, и теперь могу легко включаться. То есть у меня нет такого вдохновения, знаешь, как в фильмах показывают. Да, что-то такое, прям жду, сижу. Да. В общем, ждать можно долго. Я не хочу быть заложником исключительно вдохновения. Конечно, бывает, прям в кайф тебе дни. Бывает, ты перебарываешь себя через... Я там несколько дней чистил палитры, потому что у меня не было никакого. Я думаю, прикольно, через механику я приду. И мне понравилось, я пришел к какому-то... палитра — это же как элемент, картины. И Да, я думал об этом, мыслил. И вот этот момент накопления тоже важен. Через палку ты, сложно сделать что-то, поэтому как-то так. Это, кстати, твоя, из последних работ, получается? Нет. А я ее, не видела. Она еще до газовой, значит, ей больше 3 лет. То я здесь писал по ночам. Да, с черепами. Почему тема с черепами? Снимаем уже, да? Мы там, если что, потом подмонтируем. Слушай, а я люблю, вот это на самом деле сюжет, я его подглядел где-то на Кавказе, там много, видишь, там какой-то пейзаж раскрывается, и там как какой-то, как эти штуки-то называются? Тотемы? Тотемы, да, или обелиски, я не знаю. И там было 2 черепа, но я додумал уже, мне хотелось панорамную историю, все как-то пугаются, думают, что это символ смерти. Хотя во всех там религиях, конфессиях символ мудрости череп. Вообще люблю. Да, очень красивая работа. Черепа Мне и по очень фактуре. По цвету она такая приятная. Люди могут пугаться, мне кажется, всего. Если ты добавляешь какие-то смыслы, я имею в виду свои к работе, даже несмотря на то, что есть общепринятый какой-то понятный смысл, то тем не менее ты начинаешь уже отражать, и она для тебя может любую коннотацию носить. То есть ты уже такой, а для меня это вот это. То есть может что-то позитивное быть изображено, но если есть своя какая-то связка, даже вне зависимости от всего. Слушай, я, например, не люблю зеркала в интерьере, для меня это сразу. Во-первых, не люблю переотражение, не люблю, мне кажется, холодности какой-то придает. И у меня до сих пор закончен ремонт на местах, где должны были зеркала, дырки. Не дырки, а... Картины туда. Тяжело дома иметь свои картины, а друзья что-то меня не балуют, сам я редко покупаю, поэтому у меня на одной квартире есть там собрание какое-то, а на другой, где живем с ребенком, с женой, пока все чисто, я прихожу туда очищаться, потому что здесь давит все равно, хочешь не хочешь, и плюс я в свободное время там посещаю галереи, выставки, музеи, поэтому мне хватает, дома хочется нейтрального. Без чего-то. Да, это еще вид на природу, залив рядом, поэтому там тонизируюсь. Хорошо. Природа. Кстати, да, про природу очень классно. Я люблю вообще твои серии разные, но мне кажется, в плане интерьерного спокойствия это как раз про зелень. Она такая, действительно очень нейтральная, ты можешь сидеть и погружаться. Да, я еще люблю в этих зеленых копаться и плановость какую-то задавать, наоборот, выводить на плоскость. То есть это вот как раз-таки
И вот это мой витраж такой. Ну, кстати, витраж очень хорошее, мне кажется, сравнение. У тебя такая, ну, своя манера объединения, как мне кажется, графики и живописи. То есть вот она узнаваемая, потому что есть графичные элементы как раз про то, что рука поставлена, и при этом живописная за счет цвета. И это узнаваемо, что бы ты ни писал. Спасибо. Но я раньше, сейчас уже могу раскрыть секреты, не говорил. А я углем делаю рисунок, наносил раньше. Сейчас просто я уже не наношу, поэтому могу сказать. Поэтому вплавлялся в цвет еще и вот эта угольная пыль основа. И такой контур немножко Да, получался. где-то я мог его размывать, где-то, ну, то есть черный входил туда. А в живописи черный вообще у меня не даже краски, по-моему, тюбика нет черного. То есть я черный не Пойдем, использую. кстати, к краскам. Индиго это... Дойдем. Да, вот продолжение, наверное, серии, а здесь, получается, здесь неоновые флуоресцентные краски, неоновые. да, и мне хотелось такого свечения какого-то вечернее, ну это там какая-то азиатская, балийская штука. как будто бы кажется негатив, как негативная Инверсия пленка, какая-то, инверсия, да. да, присутствует, потому что вот появляется красноватый здесь, но тем не менее вот здесь как будто бы ее нет. То есть, Да, как там будто как бы... будто засвет, ты права. Ну, потому что плановость, она впереди, она как будто бы логически высветилась как раз вспышкой. А расскажи, кстати, вот тут внезапно сейчас. Да, эту картину очень люблю. Это мой сестрорецкий трон. Это пластиковый стул дешманский, купленный в какой-то там Аби. Просто это было... Когда стало очевидно, что мы никуда не поедем на отдых из-за локдауна, и я как-то принял смирение в этот день, поставил в центр нашего там сада этот стол, сказал, все это, ладно, никуда не поедем, так и надо, пора смириться. И мы чудесно провели лето, когда никуда не выезжали с сестрикой, с женой. Такое спокойствие от этой работы одновременно, да, вот этот вот конфликт, он все равно присутствует, потому что здесь не какой-то такой трон, а вот этот пластиковый стул, тем не менее. Классно. Пойдем. Ну, ты экспериментируешь вообще для себя какие-то еще, там, не знаю... Медиа? Да, медиа, и вообще, ты говоришь, эскизы, то есть все равно что-то еще параллельно делаешь, когда у тебя нет возможности сделать большую работу. Как это происходит? Но скорее это не является каким-то параллельным продуктом, это заметки. Ну, то есть там классные эскизы, ну, в истории... В историях художников много, да, там в поддержку, как порой даже эскиз, как размышления, они, интересно дополняют саму картину. У меня скорее это такие черновики, которые вряд ли увидит кто-то. Ну почему же? Это как палитра. Вот у тебя сейчас проект получается с палитрами, как продолжение, картины, Вот ты это вот знаешь, не отдельно. знаю. А вот черновики, или Будто это бы личное? это границы моего, куда я не могу запустить. Типа, не надо копаться у меня. Я вот вам показываю картину, это продукт моих размышлений. А то, что... да, это реально, наверное, к границам имеет отношение. Да. Личного пространства. Тут. Я не люблю, когда смотрят из-за спины, как я рисую. У меня, может, комплекс на эту тему какой-то. И у меня была практика, я решил с натуры пописать шарик на закате в Сестрорецке. Да. И это самый неблагодарный натурщик, потому что любое дуновение ветра его колебало, меня фокус не успевал. Дети бегали, дергали художника за беретку, грубо говоря. Я образно говорю. А я хотел, как заправский художник, по всем традициям расставил все. Это не моя сфера. Я комфортно, когда никого нет. Я в мыслях, в качественной обстановке, с нужными инструментами рядом. Вот тогда и я спокоен. А в спокойствии я могу сделать хороший продукт. Такая вот. Ну да, то есть ты не пускаешь никого сюда, когда ты рисуешь? Нет, могу, но в исключительных случаях. У меня даже была практика преподавания или передачи навыков каких-то. И скорее это было испытанием для меня, потому что я потом выдыхал, там пару часов восстанавливался, понимал, что сегодня, там 3 часа работал с учеником. Это была классная проработка, но 10 занятий мне достаточно было для того, чтобы сформулировать для себя то, что происходило во мне интуитивно. В общем, это не тот навык, которым я могу распоряжаться или
То есть, возможно, я бы хотел, как есть классные боксеры, есть классные тренера, или, ну, в любой сфере. Вот я не заточен, наверное, под это. Не то, чтобы мне жалко поделиться секретами, ну, просто я такой, ну, вот так это. Я даже порой понимаю, что я не помню название краски. Прекрасно помню, как в сочетании, в смеси, какой оно даст результат. Помню ее, ну, там, свойства, прозрачность и все остальное. Название. Меня жена спрашивает, ну ты же художник-то, фуксия или что? Я такой, да не знаю, отстань от меня. Я знаю, как ее намешать, из каких цветов. Ну, то есть, то же самое с цифрами. То есть у меня какие-то там провалы ну, я не знаю. Ну да, кстати, вот этот момент, что согласен ли ты, что преподавание, получается, когда ты преподаешь, ты должен все это через голову объяснить условно. А когда ты творишь, у тебя есть некий вот как раз этот момент, ну не знаю, потока, что ли. Потому что преподавать через поток, по сути, невозможно. Отлично. Замечено, да. То есть, а для художника, ну, вот важен, наверное, какой-то настрой. Ты творишь ли ты, когда у тебя, не знаю, плохое состояние, настроение, или ты настраиваешься, или ты используешь любые эмоциональные состояния? Ты знаешь, с недавних пор я стал пробовать. И у меня была интересная, интригующая история. Я гулял по Сестрорецку, уже оттаивал снег, я нашел дерево, которое меня очень впечатлило. У нее там такое... Оно стояло как будто бы отдельно от всех, какое-то избранное дерево, и у нее такой ядреный зеленый мох, как будто бы окисленный, с таким флуоресцентным ярким. Я ходил вокруг него, сделал фото, думаю, надо вернуться. Начал делать, не получается, потому что там чуть-чуть другой язык, мне незнакомый. И я такой, ну, немножко в этой сфере, думаю, пойду-ка я посмотрю на него еще раз. Я его не нашел. Такое. Дерево ушло. Да. И с ним очень интересная в дальнейшем история приключилась. Я его выставил, ну уже доделал из головы, из воспоминаний доделал, и мне пишет совершенно незнакомый человек с Москвы и говорит, ой, класс, я хотела бы себе сделать подарок, у меня юбилей, ну, меня немножко в свою личную историю вплетает. Сколько стоит? Я говорю, столько. И она пишет, да, отлично. Я отправляю и понимаю, что у нее на странице нет ни одной фотографии. И я пишу ей в WhatsApp, у нее тоже какая-то рандомная картинка. То есть я не знаю даже человека, не знаю, где это дерево, и вообще это превратилось в какую-то такую личную прикольную историю. И она потом встречала картину и говорит, блин, у меня оторвали дверь, ну типа сломалась дверь, она прислала мне видео, ну как она держит одной рукой дверь, у нее картина запакована, она едет довольная домой, потом там с вискарем чокается этой картиной. Я говорю, представляете, такая история, я не знаю, как вы выглядите. И она присылает мне фотографию, она медработник какой-то клиники, и она в маске. То есть я на сегодня знаю об этой картине, что ее владелец, ну, какого цвета у него глаза, и все. Ну, это интересно, да. Да. Мне друг вообще говорит, тебе надо ставить эти GPS-маячки на карте, где у кого картина, чтобы потом это превратилось в такую паутину прикольную. Ну, твоих воспоминаний. Потому что это, ну, всегда круто, когда присылают люди, как взаимодействуют дети с картиной, или как она переезжает с квартиры, меняет интерьер, потому что... Ну, классно, мне нравится. То есть ты прям даже поддерживаешь с кем-то какие-то вот отношения через картину? Ну, по сути, это такие, да? Да, но с некоторыми людьми мы сближаемся реально впоследствии. С некоторыми знакомимся после того, как мы уже, ну, они являются новыми владельцами картины. С некоторыми встречаемся случайным образом. То есть это всегда приятное дополнение, ну, к профессии, ну, и вот эти моменты. Сестрорецкая, она вообще как серия существует в эскизах. Я хотел посвятить ей время побольше, но почему-то я к ней обращаюсь, когда уже лето, зима не актуальна. Ну, ты как бы не чувствуешь вот этого, да, а зимой был занят другими проектами. Там очень много выжженных домов, потому что когда хотят, ну, там, в общем, это вся история на первой линии выселить хотят жильцов, предлагают им разные... Варианты, да, они отказываются и просто выжигают потом дома, а они находятся под какими-то комитетными надзорами, градостроительными, КУГИ, ГИОП и прочее. И там такая графика потрясающая рисуется, когда снегом наваливает, вот это выжженное, ну, в общем, я вернусь к этому обязательно. Да, ну и здесь, опять же, меня не было бы, если бы не эта рогатина, то есть это не просто какая-то, а это там возникающая из земли какая-то рогатина, поддерживающая вот этот
сомневающийся в своей перспективе ствол. Но она да, прям графичная. То есть я бы не сказала, что летом ты не чувствуешь. Мне кажется, такой охлаждающий Здесь эффект. еще очень клевая краска Хочется перламутром. наблюдать. И Прям, да. если ты под разными углами на нее посмотришь, то у нее свечение по кроне, по этой кроне, или как это называют, по стволу. Это кьяччо, это флорентийская борьба, это квадриптих, 4 элемента, это один из персонажей, который, ну, они с 4 сторон континент света приходят, с севера, запада, востока и, соответственно, юга в разных, ну, своих национальных, шелковых, красиво расшитых этнических нарядах. И это что-то напоминающее, что среднее между театром и регби. То есть у них арена из песка круглая, обнесенная сеткой, и они там борются, но все это так эстетично. И я когда увидел, то думаю, надо мне в кьяччо как-то Да, зафиксировать. здесь персонажи как раз такие, ну, он яркий, и маскулинность такая, подчеркнутые, конечно, формы. Ну да, я люблю вот эти мускульные все штуки напряжения, и тут как бы все совпало у меня, и технологии, техника, задачи. Это тоже пандемическая абсурдная история. У меня был черно-белый слайд из Испании, ну там тоже какая-то была композиция, я вырвал этого чувачка, сделал какой-то коллаж эскизный, а подруга моя, Катя из Москвы, когда невозможно стало ходить на работу, она стилист, и она всякие образы примеряла на себе. То есть это был образ Марии Антуанетты, и она там на видео каком-то сделал скрин, то есть она легла в основу. Потом вот это там ледяная, стекающая барочная люстра, орел откуда-то. И вот эта вот вся каша, которая была в смятении, да, там в состоянии. Ну, меня шокировало первое время, да, там, когда все. И я помню, что я шел до мастерской, ну так, дворами, чтобы меня никто не видел, потому что тогда еще отлавливали тех людей, кто не имел права перемещаться. Никто практически. И там шел розовый кролик, или кто-то был дождь такой. И мы сюр такие, такой, да? да? Сюр полный, он стекает, этот плюш весь прибитый, и он розовый, и это еще там рекламный, эротический какой-то антураж. Думаю, это точно надо было тоже. И вот тогда рождались такие штуки. Идеи. Ну то и есть форма, да. Время, холста, общее конечно. состояние, оно накладывает. Тогда я не рисовал флористику, я рисовал как будто в преддверии чего-то там глобального. А поскольку это защитная форма, абсурд, то это, скорее всего, я там отстранялся от реальности таким образом. Нет, спасибо, что вообще рассказываешь глубинно, да, про свои чувства относительно этого, потому что это совсем, как бы достраивает картинку для зрителя, потому что ты видишь, считываешь свои смыслы сначала, потом ты слышишь художника, и это расширяет, и как будто ты такой, и оно все начинает жить по-другому, картинка, как книгу, которую ты читаешь, хорошую литературу, то есть, по сути, искусство, да, то есть ты начинаешь уже домысливать относительно себя, относительно того, что хотел сказать автор, и это приобретает какую-то уже вне тебя новую форму. Конечно, оно должно подкрепляться каким-то твоим размышлением, иначе, И некоторые просят, а ты запиши мне вот это все, пожалуйста. Да, ты рассказываешь, кстати, покупателю свою историю? Да. Ты сказал, что на заказ сейчас работаешь меньше. Я помню, я была у тебя в мастерской здесь в 2021 году, и тоже было очень много там твоих творческих работ, но я помню, что была какая-то работа с морем, и ты говоришь, нет, это заказ, не снимай здесь, все, это секрет пока. И как ты распределяешь сейчас это время, и что... Я понимаю, что работа на заказ — это всегда такой... как сказать, проблемный момент для художников, потому что действительно нужно очень в это погружаться, это не всегда твоя идея, ты работаешь с идеей заказчика, и вот как сейчас у тебя это происходит? Начнем с того, что заказ от заказа, отличается. Есть люди, которые хотят, что-то определенное, у них есть представление, просто они не могут это технически сделать. Это один. Есть тот, который непременно хочет, чтобы художник плясал вокруг заказчика непосредственно. Это самое, наверное, неприятное, что ли. То есть ты должен, как сказать, взаимодействовать. Короче, он тебя купил, и ты будь добр, лиши под его дудку. Хотя я сразу предупреждаю, если мы будем,
Если вы будете калибровать меня по ходу дела, я не отвечаю за результат. У меня есть пример тому картины, если хотите, покажу. Меня заказали картину, она идеально вписалась в каминной зоне. И тут же молодая мама 2 детей захотела свой портрет запечатлеть. Я говорю, хорошо, приходите, я вас поснимаю, или в идеале, конечно, попозируйте мне хотя бы 2 сеанса. Он говорит, ой, нет, 2 детей, и я не смогу, правда, давайте лучше сразу договоримся. У меня есть классная фотосессия, я вам скину. Она эротического характера. Прям не супер эротического, в белье там. Я говорю, они прекрасны как фотографии, но на выходе это будет, простите, как желтые страницы. Оно в картину, не всегда фотоматериал с живописью колорирует, это разные немножко вещи. Бывает, я говорю, присылайте мне весь блок фотографий, я выберу, что мне подойдет в работу и что я додумаю, и мы с вами обсудим. Но здесь были жесткие условия, нет, вот мне нравится. Я говорю, окей. И получились тут желтые страницы. Она пришла, посмотрела, вопросов нет, качества, ты прав, мне некуда это повесить. Она заплатила и ушла, у меня картина до сих пор, где она в узорчатом белье. И думаю, я же говорил. Это, кстати, честный такой расклад, что человек понимает это, и он принял ответственность, да, то есть за решение, да, окей, это не получилось, но деньги, финансы были заработаны. И мне нравится, да, ее радикальное отношение, то есть она не поставила ее там где-то у мамы или что, она просто поняла, что она, немножко была не права в своих предположениях. По сути, работа с заказчиком, ты тоже выстраиваешь какие-то такие границы личные. Вот здесь я могу вот так сделать, а здесь я уже не готов. 100%. И я, когда мне тяжело, все равно же путь художника — это каждый день шаг в неизвестность. А это тебя заземляет. Я всегда, как всегда, когда мне тяжело совсем, не продаются творческие картины, какое-то смятение, общий фон, депрессия, все что угодно, я начинаю хулить Всевышнего за то, за что мне это нестабильная профессия. Я хотел быть важным сотрудником большой корпорации. И тут работа с клиентом, это реально немножко туда. Заземляет тебя, ты непосредственно работаешь. Менеджер. Менеджер, да. Я очень, к этому отношусь. А бывает, что люди образно обрисовывают мне, говорят, нам нравится, что ты делаешь, но у нас другие запросы по габаритам, по общему какой-то гамме. Это прекрасно. И я такой, хорошо, есть там, где я компетентен сферы, да, там, та же флористика, потому что чаще запросы по флористике, по портрету, но иногда кому-то там вздумалось, чтобы я запечатлел там личную какую-то историю. Это крайне редко бывает, но такую степень доверия я с уважением отношусь, всегда деликатно стараюсь таким заказом. Что-то личное, да, там. Да, конечно. Там прикольно. Винни Хэрлоу, это американская модель, да, у которой заболевание редкое витилиго, еще более редкое это вот этот узорчатый, да, там орнамент у нее на лице. Симметричный при этом, кстати. Да, это удивительно. Да. Она относительно симметричная. Я подробно изучал, потому что рисовал ее раз 5, наверное, она в разных образах. Причем это обрело там обратную связь. На 3-й картине думаю, а почему бы ей не показать? Да. Я нашел ее в инстике, по-моему, в инсте отметил. И там через пару дней слышу, у меня крякает телефон ночью, разные часовые пояса, и мне начали ломить, добавляться. Видимо, из ее подписчиков кто-то. Мое удивление было, да, что она написала там «Чувствую силу предков в этой работе, спасибо, мой друг из России». И вот так мы с ней теперь корешим. Теперь дружите, да? Это классно, на самом деле. Да. А много вообще, известных людей, знаменитостей, вообще ты в работах вдохновляешься, или это такое исключение? Да, нет, это исключительно. И у меня не было заложено изначально, что вот я рисую для нее. Просто когда получилась работа, думаю, прикольно было бы, если бы она увидела. Там предлагал, говорит, а ты отправь ей. Да, не придет такой большой короб. Я еще люблю баскетбол, у нее, я отслеживаю НБА, а у нее муж еще баскетболист, очень, прикольно. Эта дамочка вернулась из Дубая, у меня была выставка, там 4 картины я отправлял на групповую, 3 там были проданы.
то она вернулась. Она приехала. Она приехала. Так, пойдем. А здесь смотри, как подобралась в гамме. Это случайно, кстати. Да, Такие получается голубой, бирюзовый, и вот здесь, и оно как бы, поэтому очень сочетается, кстати, эта стена. Плюс природный отдельно, здесь серебряный. Ты используешь, кстати, для фона, да, где-то серебряное, вот здесь тоже серебро, Да, это поталь, серебряная да? поталь, да. Да, свежести хотелось какой-то. Это было, когда вот эти чалые времена в Петербурге, когда промозгло все, и ну, такая личная потребность была какого-то света. Я люблю экзотику и Азию, и не знаю, это, ну, опять же, к вопросу о терапии личной, и, в общем, такие. А если продолжить про экзотику да. человеческую, то эта вот модель, я с ней познакомился где-то на Петроградке в баре. Клементина зовут девушку, и я как-то не постеснялся, обратился к ней, говорю, еще с академии мечтал черную на черном написать. Да. Пусть не оскорбит тебя формулировка, я уже был тепленький, готов к каким-то разговорам. И она говорит, да, вообще, какие проблемы по позированию. Вот мы договорились на 5 сеансов, вот она из 5 на 3 пришла. И это не причина, почему я ее не закончил, она, в принципе, мне нравится, да, вот это, иначе она стала бы очень таким салонным, придворным, даже несколько портретом, а благодаря вот этой лихости, ну, мне нравится такая форма, и она потом транслировалась в дальнейшие работы. Да, я, К сожалению, здесь не кстати, все. как раз и хотела спросить, у тебя часть работ вот именно Да. недописанные, то Да. есть есть фрагменты, которые прописаны прям, Да. ну, детально, а остальное облегчено. Мне очень нравится. Тем не менее, как ты решаешь, когда хватит и почему? Ну, то есть вот как? Я решил только в одной работе, а остальные уже как-то сами собой. Это Регби Хейдж была, там, если помнишь, девушка в розовом платье, которая несет себя. И я там проработал элементы, и там дикая штука произошла. Ты на нее, на картину смотришь, и только через несколько секунд понимаешь, что у нее куски просто нетронутого грунта. Да. Это было такой вау, инсайт, я думаю, круто, можно, значит, так делать. То есть ты входишь в картину, ты изучаешь, а потом тебе как будто бы там, ну, приходит информация, что она-то вообще не тронута местами. И я подумал, что почему, ну, не сохранять такую честную свежесть в картине, и если она, по сути, уже как явление состоялась, как картина существует. Да, здесь даже вот такой и композиционно вот такой кусок выхода, что я могу продолжать, но я решаю этого не делать. Хорошо, Ну, ты то есть- объяснила мою... Нет, но знаешь, как художник, он же делает много на интуиции, возможно, своей. Тем не менее, когда это все хорошо сочетается. Слушай, я видно. понял, почему так легко и какие-то логичные вопросы у тебя, потому что ты с этим тесно связан. Ты сама практикующий художник, и Конечно. поэтому ты задаешь вопросы не поверхностного характера, а ну, цепляешь то, что действительно важно. Спасибо. А какие самые большие форматы ты писал вот под заказ? Включая муралы какие-то. О, кстати, муралы. Давно. Давно. Да. Это вот еще я был, когда в МУХе учился, и я делал граффити, там что-то, такие инсталляции, и с разными художниками, но чуть-чуть не моя сфера. У меня с масштабированием сложно, я как-то психовал всегда, что мне не удавалось поймать, и, ну, с учетом перспективы, масштаб, когда ты рисуешь, в общем, у меня есть удобные форматы для меня, да, это там до 3 метра комфортные. Я не люблю маленькие работы, потому что от них другое давление, ну и странно было в большой мастерской делать что-то так, как-то оно не располагает меня, хотя там прикольные можно делать ходы именно визуально. Вот, ну, комфортный формат 2,5 на 1,5, ну, что-то около того. Где-то, где человек будет чуть-чуть больше своего реального, потому что, ну, или любой другой объект, чуть-чуть больше, на 2/3, на треть. Почему? Не знаю, как-то вот мне визуально это хорошо считывается, чуть-чуть больше. Так-то мне пофиг, какой кисточкой мазать, как говорят. Да. А Поэтому- вы, наверное, большие работы делаете вот такой кистью. Да. И вот это как раз, когда, ну, начинают такие, не, ну, нам большая картина не по зубам, такой, и придумывают что-нибудь такое, ну, или выберут там, где времени реально потратят маленькую работу, потому что, ну, какая разница, по сути? Ну, больше палитра, больше флейт.
Так и есть, сказать, Я времени, говорю да, от на размера. такую. Давайте, даже часто они всегда поражены бывают, они дают там, не-не-не, нам 90 на метр 20. Я говорю, давайте 1,5 на метр хотя бы, на цену не повлияет. Они такие, да, как будто бы я уже, знаете, такое, они меня уели. Ну да, тут же не рассчитывается сантиметрами, то есть ты Да, сантиметр да. прокрыл, цена выше, да, тут Это же немножко. не реставрационная работа там или... Вот. Давай немножко. Может, про себя расскажешь, а то что я... Нет, нет, но у нас в следующий раз приеду, возьмешь у меня интервью. Мне, Классно, кстати, будет нет? приятно, это правда. Класс. Это такой момент, когда все время рассказываешь. Но мне действительно интересно, потому что чем больше я задаю вопросы, тем больше как будто бы мир вот человека раскрывается, и ты через это и себя узнаешь тоже, потому что мы же все немножко такое зеркало друг для друга. А как мне? Абсолютно. А что бы я на этом месте, там, не знаю, а как вот здесь? Поэтому мне прям очень нравится спрашивать. Это для меня такое тоже раскрытие. Так что не думай, что это как будто бы только в одну сторону работает. Нет. Вот. Давай туда все-таки в прошлое сходим. Кем ты мечтал быть в детстве и как ты пришел в творчество, вот именно в художника сейчас? Ну, вообще изначально меня больше всего волновали визуальные образы. Я хотел быть творческим человеком. Более того, меня привлекали плоские. Я не мыслил себя скульптором никогда. Ну, то есть мне нравилась иллюзия сначала, да, то, что на плоском поверхности можно сделать какие-то объемные вещи. Ну, это когда... Ну, касаемо технически, потом как это можно менять настроение человека, какой пиетет зритель испытывает к произведению искусства. То есть все факторы меня интересовали, но поскольку навык мой, у меня там отвратительное чувство слуха, поэтому рокером я не мог быть. Я там заканчивал всякие курсы диджеинга, пытался реализовать себя не то для себя, для реализации, не для того, не как для какого-то позерства, что ли. Мне хотелось найти там, где... Потому что я безумно люблю музыку, и это важный... Ну, даже, наверное, на картинах эти ритмы, они заложены. То есть я считаю, это очень тесная и важная связь. Вот, и постепенно, довольно рано, на самом деле, я в школе уже понимал, что, не то, что мой талант. Я видел в этом, я мечтал об этом, и я много работал. Поэтому остальное уже... Но все-таки ты поступил все равно, да, непосредственно на там, живопись. Да, я поступил на промдизайн, но поступил вторым, то есть на бесплатное. Меня готовил очень крутой преподаватель. Он закончил Академию художеств, Сан Саныч Яковлев. Он был учеником Мыльникова. Наверняка ты знаешь, петербуржцы уж точно, это там школа с большим наследием. И он транслировал. Я вообще думал, что я в каком-то шаолиньском монастыре. Я думал, что он издевается надо мной, когда он дает мне задания какие-то, технические. Типа я там неделю мог рисовать вертикальные, горизонтальные линии, там сотни ватманов с двух сторон до тех пор, пока его не удовлетворял. То есть это было круто. Я думал что юноша думать, какие яблоки я буду рисовать, я хочу у меня куча идей. Вот, и он, делал основу, да, там на конструктивном рисунке, что Руку позволило. ставил, да? Да, я сейчас вообще с большим, ой, у меня мурашки, кстати, смотри. Видишь, борода, как у дикобраза. Важный человек в моей жизни. И скорее, если бы не было его, я бы болтался немножко. Потом я параллельно учился там в училище 4 года, тоже на кафедре графического дизайна. Там был рисунок живописи, 3 курса. И что позволило мне поступить в МУХу без трудностей особых. И в МУХе я обалдел немножко, на самом деле, от отношений. Я думал, с нами больше возиться будут, а там, если ты не требуешь от преподавателя знаний. Самое большое достижение, заслуга, я считаю, то, что со всех сторон нашей необъятной страны стекаются мощные, потенциально сильные,
талантливые, вдумчивые, интересующиеся, активные, энергичные люди. Там куча кафедр. И я очень широко познал там керамика, монументалка, декоративно-прикладная, дизайнов тьма, средовой, интерьерный. И, конечно, у меня просто глаза разбегались. Но по итогам первого курса я пришел, говорю, не, я перевожусь на монументалку, не моя тема, дизайн, простите. И меня удержал педагог, у нас было с ним негласное соглашение по композиции, это как классный руководитель в школе, он ведет все твои эти основные, да, он говорит, окей, я тебя буду отпускать, будешь делать, да, там, работу, ну, послушай меня, оставайся, хотя бы еще курс. И я когда понял, что я смогу обладать и навыком, да, там, работы с 3D-визуализацией на компьютере, с графическими программами, с макетированием, и закрывать свою вот эту искреннюю потребность в живописи. Я тусовался все время с этими, с художниками-скульпторами, приходил из Чумаза с этими от Сангины и Угля и садился за комп. Ну, прикольно. И тогда у меня был ресурс, чтобы просто... И еще и брал заказы какие-то. Я тогда была Петрушка, шоколадная игрушка, по-моему. Я помню, что я всех, кого из друзей просил позировать, там было галы против викингов. Мне нужно было там за месяц 24 образа разных в проекциях нарисовать для скульптора. Ну, там, с копьем, с мечами. Ну, то есть я еще и в детство погружался через вот эти фигурки. Класс. Время было золотое. И на все хватало энергии. Еще и веселились, представляешь, как-то. Я иногда тоже туда... Мы с третьего этажа по трубе спускались и с кафедры, что там, до конца работали. Ну, прикольно было время. Да, погрузились в прошлое, в такое классное. Как раз мы говорили об этом проекте. Это вот часть того, что... То есть ты для каждой работы используешь отдельную палитру, получается? Или это несколько, или это какой-то микс? Некоторое лукавство присутствует. На самом деле я не каждую могу идентифицировать с определенной картиной, но какие-то я точно помню, что были. Вот. И 100% это картины, те, которые представлены. Другое дело, когда счищает слой, я такой вспоминал, прикол, это же было там-то. Ну, то есть это такая опять личная немножко история. Да. Ну и мне нравится, когда они блоком монолитно все смотрятся. Вообще это декоративно и круто, ведь ты с каждой работой, проделана какая-то, помимо трудодельности, какая-то работа мозга и вот эти ментальные ассоциации, и они тебя возвращают к той работе, которой даже нет сейчас. Поэтому, и на палитрах видно художника тоже, потому что вот у всех, то есть возьми другого художника, будут совершенно по-другому даже форма, и как ты давишь краски здесь, и как ты замешиваешь, и как выглядит она. Так что это такой портрет. Ну и вот настроение видно. Здесь, например, кстати, видишь, какая толщина пастозная. Это я был, скорее всего, не в форме, в плане злой. Хотя я крайне редко, у меня, я не приветствую, я пробовал. У меня есть одна картина, которую я в состоянии измененного сознания. То есть я был пьяный и ее за день нарисовал. Прикольно. И я потом не мог вплавиться в нее. Я пришел там на следующий, через день, когда меня уже, вернулся в форму. Я пришел, я ходил вокруг нее час, думаю, как, мне как будто бы другое. Да. И я такой, нет, я так теперь больше не буду. Кстати, задам вопрос, что у тебя чаще всего спрашивают? Мы тут уже немножко о нем говорили, да, вот на таких интервью, потому что это всегда... Очень по-разному сформулированы бывают эти вопросы, но в целом они о том, что дайте ценный совет, как обрести популярность, как себя зарекомендовать, как найти клиентов, что вы делаете для того, чтобы на вас обратили внимание, чтобы оставаться там в обойме какой-то интересным. И меня это всегда в ступор вбивает. Особенно это как часто бывает от людей без профобразования какого-то, кустарно, который рисует дома. И они задают такой вопрос, который, мне как-то было бы неловко на их месте. Не то, что я там мастер с 7 пядями или с какими-то достижениями, или с выставками в White Cube или MoMA, но они как минимум должны работать, а они уже думают,
туда, далеко погодя вперед, не имея представления вообще ни о чем. То, что Ну, это знаешь, преодолеть. Да, от того, работай, что- ну что я могу порекомендовать? Оно как-то одно тянет за собой другое. И неизбежно, если ты талантлив и в тебе есть потенциал, ну, оно вывернет тебя на правильную дорогу. Я вообще не сомневаюсь. И куча тому примеров среди моих друзей, окружения. Это класс. Людям просто хочется, знаешь, немножко гарантий. То есть, Да. если я сегодня начну, то когда я буду получать там деньги? Дивиденды. Да, когда? Ну вот в профессии художника, мне кажется, вот она такая без гарантий. Одна из, ну, не то, что одна из немногих, согласен ты с этим? То Ну, есть здесь... да, она отчаянная какая-то в плане нестабильности своей, безусловно. Как справляться с этой нестабильностью? Не знаю, питаться какими-то идеологиями. Я не знаю. Что тебе помогает? Ну, что вот тебе помогает не разлюбить и сказать, нет, все, завтра я иду на стабильную работу, возможно, ну, там, условно, по мнению общества, не знаю, да, оставаться в этом, ну, то есть вот даже в сложные моменты, потому что я понимаю, что сложные моменты, они есть, ну, то есть мы в реальной жизни, они присутствуют. Да, ну сложный момент то, что ну, дело в том, что я это люблю, а когда что-то любишь, ты всегда находишь оправдание. И ну, меня с момента, как я вышел на такой определенный уровень качества жизни, самообеспечения, всего остального, не было таких. Ну, были, но как-то они легко переживались. Не было такого, что я закрывал глаза и там говорил, все, больше никогда не возьму кисточку в руки. Да, у меня не работает ни жена, ни мама, ни теща, ребенок маленький. Все, естественно, это определенные ответственности для меня. Но они понимают, что я в другом не реализуюсь. И на сегодня, ну, уже 20 лет я обеспечиваю стабильный доход. Почему они должны сомневаться? Они, наоборот, укрепляют мою убежденность в том, что это, да, будем искать, я же меняю направление, какие-то интересные проекты появляются. Расскажи про интересные проекты тоже какие-то. Ты знаешь, я стал суеверным в этом смысле немножко. Я как-то, когда озвучиваю, я потом не хочу тебя винить в том, что он не состоялся. Нет, или все верно. Я, кстати, Поэтому- да. Я просто спрашиваю. Моя задача немножко как бы, вытягивать информацию, но это абсолютно честно не рассказывать, допустим. Вот. Ну хорошо, так расскажи спокойнее. про то, что уже свершилось. Какие-то самые твои интересные проекты, которые уже были и которыми ты гордишься. Ну, то есть вот какие-то такие. Ну, безусловно, это такой был серьезный толчок, это казино Сочи, это оформление совершенно огромного пространства, разных павильонов в разном направлении, там маринтальный, модерн, какой-то классический, там каждый павильон был в своей стилистике, туда нужно было интегрировать заложенную живопись, там была и работа авторская, была работа с репликами, ну, было с какими-то медиа, со скульптурой. Это было круто, это был безумный опыт, ну, представляешь, там интенсивность какая была. То есть ты и ответственность. правильно я понимаю, что ты проектировал, ну, создавал Был готовый общую дизайн, визуальную. был готовый дизайн, был шикарный шеф-дизайнер с авторским надзором, и он курировал мою работу. Мы согласовывали какие-то референсы, плюс-минус туда. Я заказывал вот эти огромные холсты, потому что, ну, там, ну, очень большой и объем, и калибр именно всех этих, и совершенно разные. То есть, так, ребята, сегодня мы работаем в стиле модерн. Тут собирались парни, мы реально на выходе, здесь заставлено в 2 ряда было картинами все. Вот здесь и соседнее помещение. То есть очень много. Отправили 2 грузовые машины битком набитые. И причем это зимой было, перед Новым годом, у них открытие помпезное уже, 3 дня на монтаж они отвели, не так много. И машина застревает где-то на подъезде в Сочи, на перевале, все там вау, ну, в общем, тревожно. Потом были прикольные коллаборации с Eric Bishops, мы делали линейку, они до сих пор в Русском музее, по-моему, продаются. Это... Я очень люблю классные сделанные вещи. Да. Вот у них
превосходного колодка, обувь, материалы, технология печати. Я так скрупулезно и немножко ревностно, ну, как сказать, я не люблю, когда перекладывается картина на носитель какой-то. Всегда долго выбираю печать. Мне не нравится, когда как калибруют или появляется какой-то технологический блеск. Мне не нравится цветокоррекция. Я всегда говорю, у вас калибровано, все. Ты очень дотошно к этому Да, я относишься. отсканирую, там, отвезу большие работы на скан, потом перефоткаю. Ну, на выходе я не всегда удовлетворен результатом. Но там все прикольно состоялось, и они технологически придумали сверху этой колодки, а они натягивали такую латексную, или я не знаю из чего, пленку. В общем, получалась как картина под стеклом, дублирующая. Ну, то есть здесь на коже было изображение, а сверху наслаивалась такая гибкая, ну, я не помню, латекс или что. Надо посмотреть. Я помню эту коллаборацию у тебя, Да. и надо посмотреть еще раз, чтобы вот этот вот момент, потому что это даже как будто бы не было мне понятно. Потом Urban Tiger, это производитель одежды. У нас была линейка, они выкупили права на 2 картины, и они продали за меньше, чем за неделю весь тираж через интернет. Как раз тогда был локдаун, или как это? Да, это все, вот то, что нельзя называть. И не было даже, ну, были закрыты магазины, они через интернет все это распространили. Потом была коллаборация прикольная с Factura Wallpaper. Они делают, у них несколько производств в России, несколько в Европе. Ну, то есть, в принципе, они тоже заказывали несколько картин, несколько выкупили флористики. Ну, такое, что удобоваримо было, ну, наверное, в интерьер. А и они делали инверсии, они делали прикольные наложения. То есть они работали уже непосредственно, подписали договор, где они смогли транслировать их по назначению. Ну, то есть сделать какие-то дизайн-штуки из исходников моих. И это было прикольно, что там в Чехии мне присылают фотку, что там какое-то помещение. Ну, тоже интересный опыт. Потом жалко не реализовался, не буду говорить какой отель, но это был бум в Москве, и проделана была большая работа. Но в общем, застройщик, я не знаю, кто там был ответственный за принятие решения. То есть мне оплатили, да, там подготовительную работу, но они ушли немножко в другое направление, даже касаемо дизайна и насыщения. То есть там должно было быть, гостиничные номера должны были оформлены быть моими работами. Тоже не состоялось. Ну, это была такая обидная история. Чего? Ну, с всякими прикольными, мне нравится, медийными людьми сотрудничать. Это всегда забавно. Ну вот мы позавчера ходили к Тимощуку, это тренер «Зенита», на арену с ребенком в ложу, благодаря тому, что у него уважительное отношение к моей живописи, и он, ну, такой постоянный у меня клиент. Ну, там из артистов тоже много кого. Прикольно. Ну, то есть... Стивен Вебстер на аукционе купил мою картину, это ювелир такой всемирно известный. Дело в том, чтобы были какие-то эксперименты и достижения, нужно чуть больше времени. Сейчас я замедлился, и, ну, так распорядилась судьба, что я больше посвящаю времени семье, да, а я накапливаю. Ну, я уверен, что будут впереди куда более масштабные, интересные проекты. Все, на бумаге все есть. Нет, но для таких даже там взаимодействий необходимо время на коммуникацию, на постоянные там знакомства, какие-то тусовки, встречи и так далее. Абсолютно. То есть, Да. как всегда спрашивают, я даже не буду тебе этот вопрос задавать, да, где находить этих людей, да? Да. А где вы находите своих клиентов? Ну, вот. Абсолютно. Мне сейчас нравятся какие-то локальные мероприятия, я там и лекцию про интеграцию живописи в интерьер прочитаю. Ну, то есть однодневные мероприятия, они не забирают супер много времени, а оставляют мне какой-то тонус, оставляют аудиторию. И я пока просто на удержании вот этого своего состояния, накопления. Ну, вот так.
Ну, есть какие-то планы, не знаю, там все равно на выставке? Участвуешь ли ты, кстати, сейчас в каких-то, там, не знаю, совместных выставках, возможно? Потому что я как раз тебя в 2021 году спрашивала по этому поводу, не буду называть про какие выставки, но просто тоже, а как, а что, где. Вот. А сейчас как у тебя? Была практика, когда было очень много групповых выставок, когда такая наработка. Было время аукционов, потом в Москве Арт Москва, Космоску, в Дубае я участвовал. Типа я для себя этот гештальт закрыл, я могу, но на сегодня сделать хорошую, крепкую выставку персональную из 15 работ, ну, собранных единой концепцией, я не могу сейчас предоставить. Ой, извините, вот это там написано в таком-то году, это немножко в другом направлении. То есть, по-хорошему, мне выделить нужно год времени на подготовку. И я отдаю себе в этом отчет. Поэтому, ну, какие-то промежуточные формы меня не интересуют. То есть, посредственные галереи или еще там, где я, ну... И почему, одна из причин, почему я не сотрудничаю с галереями. Мне не нравятся кабальные условия, которые они предоставляют. Мне нравится то, что в заявке там они, там публикации, твоя активная ротация, они повезут тебя на арт-базель, арт-Майами. Треп это все, у нас закрыты границы, этого не будет. Арт-Дубай, ну был я там, ну, и за это я должен работать только в едином оговоренном с галеристом стиле на протяжении контракта, это минимум 1,5 года. Ну, да, Я до не 5 имею лет. права там сотрудничать с своими частными клиентами. У меня очень много дизайнеров, архитекторов, с которыми я работаю. Ну, то есть мимо галереи. Плюс там, ну, куча. И я такой думаю, да, нет, не хочу так, на таких условиях. Ну, то есть, Всё. как бы для тебя легче, удобнее выстраивать собственную систему, нежели быть в общепринятой рынком, там, допустим, системе. Я просто почему действительно задаю вопрос, потому что сейчас сама как бы в это погружаюсь, и меня это волнует, потому что, на мой взгляд, мне кажется, что еще рынок так пустоват у нас, Пустоват. и Был не все подъем, сферы... потом... Не все сферы заняты, то есть, да, есть некая как бы определенная там структура работы с галереями вот такая, но при этом как бы свободные художники как будто бы находятся вот здесь, а вот тут вот такое непаханное поле. Вот что ты думаешь по этому поводу? Да, видишь, я в этом смысле очень претензиозный и самостоятельный. Было бы возможность, я бы поехал там в лес, нарубил бы дров сначала, из них сделал бы подрамник, сам бы за ткацким станком бы Серьезно? себе пол сделал, да, и сделал бы грунтовку. Ну, то есть я к тому, что я веду свои соцсети, я напрямую общаюсь с клиентами. Это не вопрос доверия. Мне потом, я отправляю свои картины, ну, другое дело, что их пакуют. У меня был менеджер, ну, у нас, то есть мне приходилось в то же время тратить на контроль менеджера то, что я мог бы сделать. Ну, блин, отправлять заявки. Ну, я сейчас этого не делаю, хорошо, это в фазе заморозки какой-то. Ну, я имею в виду на гранды, на какие-то интересные мероприятия. Я На самообеспечении, да, да, ну да. как бы, ну да, Самоконтроль, самоорганизованный. самоорганизованный. Да. Мне удобнее так, чем человек, который пытался взять мою страницу, ну, мне не нравится, она фальшивая становится, это не я, а я не могу, ну, рассказывать о том, где что-то кто-то за меня сделал. Не знаю, вот так сложилось. Может, вопрос доверия, может, я недостаточно доверчив. Ну, это тоже может быть Открыто. часть нашего характера, с одной стороны. С другой стороны, если эта часть дает тебе возможность Может, я делать закостенел, то, да. что другие... Ну, тут же вопрос, если ты можешь, да? Почему? Потому что ты можешь это Да. делать так, наверное, мне кажется. Это интересно. Но я поэтому в твоем даже и в аккаунте, в профиле, во всем, это комплимент от меня, я всегда вижу какую-то честность. И от самых простых лайфстайла историй до там уже творчества. И я понимаю, что это ведешь ты, я понимаю, что это вот оно. И за этим интересно наблюдать. Спасибо. Это хочется как бы рассматривать, потому что действительно художники выбирают сферу работы с галереями, но есть свои плюсы и минусы в этом. Да, и еще тоже вопрос коммерции, если его коснуться, у меня друзья говорят, да мне мерч и моя тиражная работа куда больше приносит, чем... Это реально, типа, тебе хватает на жизнь, на оригиналов. И ты не проверишь, сколько я испытал
разных по фотопечати, ну, к сожалению, мне нравится в какой-то степени шелкография, но у меня настолько много цветов, ну, чаще, если брать, то много, получается, раскладок, она там не выстреливает. Я вижу, что это нечестно, и у меня как-то руки опускаются. Хотя и я головой понимаю, что да, отдай ты, и пусть постельное белье по твоим эскизам штопают Ну, в кстати, с Китае. цветами вообще потрясающе Да. было бы. Хочется. Спасибо. Хочется, ты подумай. Ты же с югов, Да. да? Почему Питер? И вот единственная претензия к Питеру – это климат, пожалуй, который есть. В целом меня устраивает абсолютно ритм, окружение, его возможности. Климат убивает, и у меня были порывы уехать, но я тяжелый на подъем. Ну, типа, мне здесь классная мастерская, у меня здесь все, мне привозят подрамники, холсты сюда, у меня здесь куча друзей. Тяжело от этого отказаться. Я привязываюсь к местности. Но ты же, это, наверное, мамина такое. Не будем рисковать. Ну, ты муху, да, поэтому заканчивал, поэтому Да, здесь муха была мечта. То есть первые 6 лет у меня не было вариантов. В Москве были перспективы, ну, что-то я как-то не то, что не воспользовался. Может, мне и не подошло. Ну, короче, я в этом плане очень... Ну, то есть ты не переезжаешь, ты больше такой... Да, и... Организуешь вокруг себя. Мне очень нравится Азия, мне нравится Бали, наверное. Я там каждые 3 года стараюсь, и все время оно меняется. И я так прикидываю, смог бы я здесь жить. Но с точки зрения навигации какой-то, отправлять картин, понятно, это бы не обеспечивал себя. Но мне не надоедает. Я, правда, был там по месяцу, чуть больше. Все такие, не, я не могу такое. Мне прям, наверное, к старости куда-нибудь туда свалю. Если все будет нормально. Или наоборот плохо. Я продам все и уеду. Все, ну, путешествия наполняют, вдохновляют тебя вообще? Да, конечно. Культура, ну, вообще очень. Вообще Италия, наверное, ну, если брать. Я на самом деле не капец какой путешественник. Я там, наверное, 10 стран посетил. И причем они как-то за 5 лет, наверное, уложились. То есть я не путешествовал до, и сейчас вот с появлением мелкого мы меньше стали ездить, и потом все эти обременения, понимаешь, о каких я политического характера. Конечно. Сейчас мы, в принципе, меньше путешествуем. Ну, у нас сгорела парочку туров, как бы кардинально это ничего бы не поменяло. Не хотелось никогда переехать куда-то и там постоянно жить? Вообще такая была мысль? Ну, то есть вот как бы... Когда мне тяжело, я хочу переехать. Ну, в плане, у меня такие бывают накаты, что я хочу все с нуля начать, изменить все, начиная от окружения, род деятельности сохранить, но просто как-то, по-другому пересобрать себя. Такое бывает. Ну, а когда я 2 недели где-нибудь по путешествию, возвращаюсь наполненный. Правда, наступает вот это... Замерзла? Немножко. По мне видно, да? Такое в завершении мне хочется тебя немножко... Подкинуть? На лопатки уложить? На самом деле я задаю просто вопрос, что для тебя в искусстве, в твоем искусстве или в искусстве в целом для тебя самое главное? 3 вещи. И они у всех разные. И это интересно. Важно напряжение, важно время, то есть запрос, чтобы это не было однодневным каким-то продуктом. То есть не утрачивало свою значимость спустя там какое-то время. Это, наверное, очень важно. И какая-то, я не знаю, как это объяснить, одновременно и ирония, и серьезность. То есть чтобы в этой иронии чувствовалась глубина. Как-то так. Если это все слепить воедино, тогда есть все шансы, чтобы эта картина мне понравилась. Это круто. Спасибо тебе. Спасибо за эту беседу. Спасибо, было приятно.